Здравствуйте. Вот тут вот решил поставить ролик. Значит, вообще, если честно, собирался выставить речь Труда перед выступлением Зеленского в парламенте и в Сенате Канады. Но тут более интересная вещь поднялась. Значит, в Европе сказали, что в Европе признали, что Приднестровье это оккупированная Россией территория. Теперь, я вам говорил часто в роликах, что я связи большой ни с Украиной, ни с Россией не имею, потому что не жил ни там, ни там. Поэтому говорю нейтрально. Но тут вот с Приднестровьем чуть-чуть, как бы, тоже есть какой-то определенный роль нейтралитет, но я знаю чуть больше, чем про Украину и Россию. Потому что я родился в Бендерах, и те, кто из вас знают чуть-чуть географию, значит, Бендеры как раз были Молдавской республикой в Советском Союзе, а после распада Советского Союза стали Приднестровьем. Вот. И я там как раз в это время было мне 14 лет, и уезжал я уже, в принципе, после того, как это стало Приднестровьем. Вот. И, значит так, сразу говорю, ребята, я там жил, и во время, так сказать, войны там был, и обстреливали наш город и минами, и гранатами, из БТРов, из танков и так далее, в то время, как я там был. И выходил я оттуда потом как беженец, в принципе, со своим братом, которому было 18. Мы вдвоем выходили через мост, по которому в то время как рядом проезжали БТРы, стреляли и так далее. Так вот, значит, никакой оккупации не было Россией. Было все просто. Развалился Советский Союз. На территории Приднестровья в то время была дислоцирована 13-я российская армия под командованием генерала Лебедя. Вот. Сразу говорю, что мы молдавский язык учили в школе, как иностранный язык, в принципе. И толком, вот я вот закончил 7 классов там, я толком молдавский не знал. И весь город фактически, в большинстве своем, в подавляющем большинстве, говорили по-русски, как и все остальные города Приднестровья. И когда распался Советский Союз, прошла такая тема, что Молдавия собирается чуть ли не соединиться с Румынией. И будет всех заставлять говорить на молдавском и так далее, это все 3-10. В то время как моя бабушка даже, которая родом оттуда, вот, она там еще помнит все эти рассказы, как румыны себя вели. Когда это еще было Бессарабия, как румыны себя там вели, и как мочили всех подряд. И как бы, ну, вот люди поднялись резко и сказали, что мы не хотим быть ни частью Румынии, ни приближенной к Румынии, будем отделяться. Вот отделились. Опять же, никакой российской оккупации не было вообще. Но вот когда на наш город посыпались мины, например, я жил на БАМе в 9-этажке, вот у меня в соседний подъезд, где мы жили, мы детьми игрались на улице и слышали, как свист мины, сразу прятались. У меня в соседний подъезд в шахтовую лифту залетела мина, которая не взорвалась. Ну, советские эти вот, с миномета залетела, причем с миномета, а именно серьезно, там, по-моему, град. Я даже, если честно, был тогда маленький, я даже не знал, что там, чем они стреляют, что. Так вот, тогда туда молдавская армия выставила артиллерию, и товарищ Лебедь, генерал, просто размолотил их к чертовой матери. Вот так вот вышел, размотил. Причем это даже не соответствовало указаниям России, так как его сразу после этого отозвали в Россию как наказание. Его отозвали. Причем хочу заметить, что в тот момент, когда он должен был улетать, на взлетную полосу вышли женщины и хотели не дать его самолету взлететь, потому что боялись, что будет с нами после того, как он улетит. Понимаете? Вот. Так что никакой оккупации не было. И все это было сделано чисто именно по народному хотению, по крайней мере, на тот момент. Вот. На сегодняшний день в Приднестровье, конечно, людей осталось намного меньше там. Очень много людей уехало в Россию, очень много людей уехало в Молдавию и так далее. Как бы. Но они продолжают жить, никакой русской армии там нету. Вот. Есть там как бы своя, как милиция, свое ополчение местное. Вот. Но ничего там такого серьезного нету. Так что для тех, кто сейчас переживает, что со стороны Приднестровья могут зайти в Украину, слушайте, ребята, чтобы попасть на Приднестровье, ну там как бы надо туда войска перевести. Но никто же не будет их переводить через Украину, эти войска. Вот какой смысл? Так что все это брехня западных СМИ,
все, что они говорят. Причем люди, которые вообще не понимают, о чем базар. Мало того, что не понимают, о чем базар, они даже считать не умеют. Я зашел в Твиттер, а там вот эти вот канадосы, шманадосы начали писать там, что вот, 20 лет давали им оккупировать эту территорию. Слушайте, ребята, во-первых, научитесь считать. Приднестровье создалось в 92 году, но сегодня у нас слегка так 2022 год. Если я правильно считаю, то прошло 30 лет, а не 20 лет. 30 лет, про которые во время которых никто вообще не вспоминал про Приднестровье. Даже Молдавия и та не сильно хотела это Приднестровье. Все уже смирились с тем, что есть это Приднестровье. Никакого российского там ничего не было. Может быть, там на уровне правительства Приднестровья, как бы на уровне правительства России есть связь какая-то, то все. Но начиналось это, когда был просто полная неразбериха. Это не как с Украиной, Донбасс, что Украина уже была суверенная страна и так далее. А тут распался Советский Союз, и сразу же, как он распался, стало вот это Приднестровье. Так что никакой тогда речи об оккупации, о том, что Россия пытается захватить земли, вообще не было. Потому что тогда вообще был Ельцин, тогда они вообще занимались больше своими делами, Россией, пытались понять, кто что входит в Россию. Вот, и никто тогда про Приднестровье ничего не говорил, и как бы всем было по барабану. Извиняюсь, небольшой перерывчик, тут мирные канадцы как раз остановились спросить у меня, как проехать. Вот, значит, опять же, вернусь на то, что сказал. Никакой оккупации со стороны России тогда вообще разговора не было. Люди действительно встали и сами хотели отделиться, потому что боялись, что это будет очень сближено с Румынией, что будет вот эти вот молдавская национализация, а люди в большинстве своем, в подавляющем большинстве своем, были русские, считали себя русскими как-то, и никакой связи с Молдавией не хотели. Вот. Если кто-то вспомнит, что было после распада Советского Союза, все поймут, что России было абсолютно нет до Приднестровья. И почему вдруг Европа вспомнила про Приднестровье после 30 лет. 30 лет. Никто не вспоминал про эту богом забытую республику. 30 лет все молчали. Так иногда кто-то что-то там, фильмец какой-то сделал. И то после 2014 года начали вспоминать, потому что Россия там с Украиной, Донбасс, то все, так как-то начали вспоминать Приднестровье. Но Приднестровье создавалось чисто из-за того, что хотели люди тогда. И никакой связи с Россией тогда не было. Опять же, генерала Лебедя отозвали назад из Приднестровья. Из-за того, что он, не получав приказа сверху, вышел и просто сказал: я не дам людям страдать, потому что на нас сыпались бомбы. У нас там, где городской совет, вот это вот на площади, все здание городского совета расстреляли из пулеметов. Все, я потом ходил, уже после того, как успокоился, мы туда ходили, там все здание, все стены были изрешечены. Просто изрешечены. И не русскими солдатами. Вот. И его тогда отозвали как наказание за то, что он тогда помог людям. Потом туда поприезжали, были у нас и казаки приехали с России помогать нам воевать. Тогда после того, как Лебедя типа отозвали, вот и так далее. Но в конечном итоге как бы на этом все закончилось. Потом, да, Молдавия чуть-чуть там что-то говорили на эту тему. Но опять же, Европе было абсолютно по барабану. Америке было абсолютно по барабану. Там кусочек земли очень маленький, далеко от России. Всем было абсолютно по барабану. А тут вдруг вспомнили. Причем, не думаю, что Россия попрет через всю Украину до этого Приднестровья захватывать земли, чтобы соединиться с Приднестровьем. Там три города несчастных, которые нафиг никому не сдались. Вот. Чего же Европа вдруг вспомнила про это? Не потому ли, что разговоры между Россией и Украиной к чему-то таки идут? Не потому ли, что Зеленский сказал, что, знаете что, нам все время говорили, что, я вот поставил это в прошлом ролике, именно он сказал, что нам всегда говорили, что двери открыты в НАТО, да, а вот мы только сейчас поняли, что туда вступить нам не дадут. Понимаете? И вот они увидели, что Украина с Россией как-то все-таки что-то пытается договориться о чем-то напрямую, без какой-то связи с Европой, с Америкой там. Вот, а напрямую прямые переговоры идут, пытаются еще. Вот они решили, давайте мы еще что-нибудь вспомним, так чтобы еще как-то Россию подзадорить, чтобы еще как-то России нахавать. Но опять же, я из Приднестровья приехал, да, я был несовершеннолетний в то время, как там был, в то время, когда там была война. Но я вам точно говорю,
как человек, который оттуда, никакой российской оккупации там не было и не пахло даже. Да и сейчас. Так что все, что вы сейчас услышите в новостях, в украинских новостях, в западных новостях, неважно. Все это брехня. Если вам говорят, что там была российская оккупация с 92 года, это брехня. Так и знайте. Просто вранье. И дело уже начинает... Это еще больше показывает, что дело не только в самой Украине и России. А дело в том, что Запад пытается настроить всех против России. Понимаете? Они сейчас говорят, они сейчас вменяют в вину России то, что есть в Приднестровье. Хотя России тогда вообще там не пахло. Вот так вот как-то. Ну вот, да, у меня тут эмоции поднялись не только потому, не потому, что я там как-то ощущаю себя приднестровцем. Потому что я большую часть прожил вне Приднестровья. Скажем так, в Приднестровье я прожил всего год, по большому счету. Именно в Приднестровье. Вот. Но даже вот в Бендерах я прожил 14 лет жизни. А мне уже чуть-чуть побольше, намного побольше. Так что вот. Там меньшую часть жизни я прожил, как бы и то детство. Причем было очень классно, никогда не забуду. Вот. И детство, и город свой. Вот. Но вот просто хотелось высказаться. Потому что, ну, просто уже переходит границу вот это западное вмешательство. И что им еще придумать для того, чтобы сказать, что Россия агрессор, оккупант. Я не знаю, что они вдруг вспомнили. Ребята, 30 лет прошло, никто не вспоминал. 30. И вот сейчас вот им вдруг вскипелось, Бендеры, Приднестровье вскипелось. Как так бедная Молдавия страдает от оккупации русских. Вот. И не из-за этого из Приднестровья. Но вот так вот они брешут, не стесняясь, потому что знают, что 95% ихних жителей, 95% ихнего населения вообще не знает ни что такое Приднестровье, ни что такое Бендеры, Тирасполь и так далее. Вот. Они вот в Твиттере выставляют, с Википедии. Там люди говорят, а что это такое вообще Приднестровье? Они вот с Википедии выставляют, там, что это такое, потому что сами толком ничего не знают. Понимаете, я вот жду, неужели трудно додумается что-то такое сказать. И тогда я ему отвечу в Твиттере, как человек, приехавший из Приднестровья, что я думаю о нем, о его вранье и так далее. Ну вот как-то так. Надеюсь, что не сильно дал своим эмоциям вылиться. Вот. Но просто уже начинает немножко, действительно, даже вот нейтрального человека, как я, начинает немножко уже бесить вот эта вот злость Запада и их вот попытки очернить. Слушайте, у России есть куча проблем, и есть за что чернить, да? Но вот Приднестровье к России чернить, ну, это вообще просто, как говорится, искать уже причину, чтобы хоть как-то что-то сказать. Потому что там, ну, не пахло, действительно, поверьте мне, ну, не пахло там Россия в то время. Это было сразу после распада Советского Союза, не было там ничего. И в армию оттуда вывели 13-ю, не оставили, после того, как Лебедя убрали, потом и армию, в принципе, забрали. Все, а потом там уже местное ополчение, туда-сюда и так далее. Причем, опять же, страна, республика совсем небольшая, думаю, не больше Донбасса, а то и меньше, скорее всего, Донбасса даже. Вот там маленький клочок земли на Днестре с обоих сторон, хотя это считается левобережье Днестра, но вот Бендера как раз была с другой стороны Днестра. Вот, соединял нас мост через Днестр с Тирасполем, столицей Приднестровья. И вот так вот как-то. Ну, надеюсь, вы меня поняли. Вот, и надеюсь, вы мне поверите. Если кто-то вам скажет обратное, кто-то вам скажет, что это оккупация России, вспомните мои слова, как человека, который оттуда приехал. Никакой оккупации там не было. Спасибо за внимание.